Ну, надо, наверное, дверь закрыть. Давайте дверь закроем. Гололед. На улице гололед. На улице сейчас где-то 0, +1, но ветер поднялся. Да, ветер вообще ужас какой-то. И тут главное не упасть. Если упадешь, конечно, не очень будет. Как-то был случай, у знакомого упал, ну и потом лежал в больнице, наверное, месяц с переломом. О, смотрите, у кого-то отдельный подъезд для входа. Прикольно. Да, так что, вы знаете, в Норильске это вообще проблема. Вот, когда наступает весна, осень, то, конечно, вот этот гололед, он, ну, опасен. Опасен однозначно. Вот смотрите, вот это одно из старейших зданий города Норильска. Вон, видите, лепнина еще на здании. Да, интересно. Интересно, знаете что? То, что с той стороны его покрасили. Вот кто-то рыбу выкинул. Ну, просто взял, выкинул и все, на улицу. Прикольно. Интересно то, что с одной стороны здание покрасили, а с другой стороны нет. Но вот со стороны двора, вот видите, здание не покрашено. Я, честно говоря, вот этой темы не понимаю. Ну, я понимаю, что бюджет ограничен там и так далее. Но хотелось бы, конечно, чтобы с обоих сторон красили здание. Ну, как есть, так есть. Вон, пойдемте в эту сторону. И я думаю, надо, наверное, домой выдвигаться. Потому что я подмерз. Это однозначно. Вот это здание, видите, вот с этой стороны привели его в порядок. Вообще круто, очень круто. Я, конечно, не представляю, сколько стоит, допустим, привести в порядок дом. Это, наверное, миллиарды. Вот. Но комбинат делает. Вот, смотрите, вот эта машинка, по всей видимости, заброшка. Да, в Норильске заброшек столько, это кошмар. Я не знаю, надо какую-то, наверное, фирму открывать и эти заброшки все ликвидировать. Даже с номерами вон. Интересно. Пойдемте дальше. Вон там вот скверик такой небольшой у нас в городе Норильске. Но сейчас скверик, конечно, голый. А зимою, точнее не зимой, а летом, он очень-очень красивый. Вот идешь, и глаз радуется. Это однозначно. Вот этот вот скверик. Конечно, не сравнится с материком. Это понятное дело. Вон там даже какая-то, это типа скворечник, что ли. Птиц подкармливать. Ну да. Интересно, да? Вот, смотрите, вот это вот здание с этой стороны. Вот с этой стороны его тоже покрасили. Но, видите, уже потихонечку крайний север, скажем так, влияет на это все. То есть на облицовку. Потому что холод, сырость, и вот это все отваливается. Лучше, конечно, вот так вот здание делать. Сейчас делают облицовку из железа. И я так думаю, это долго будет стоять. Да. Вот. И это по деньгам, наверное, ну, эффективнее. Надолго хватает. Норильск. 26 октября. На улице 0 градусов. Феноменально. Я смотрел в
прошлом году сколько было? 26 октября. Было уже минус 20 градусов. Интересно. Все-таки погода меняется. Погода меняется. Вообще климат меняется. Что-то происходит в этом мире. Непонятно. Конечно, это все мне. Пришли на локацию. Вот здесь вот дом. Видите? Вот дом достроили. Строили его, короче, ну, я вам скажу так, года 2, наверное, да. Но это, считай, то, что фундамент уже был здесь. Вот, и на этом фундаменте вот построили вот такой вот новый дом. Вот, видите? Классно сделали, кстати. Мне нравится. Но хочу вам сказать, что вот здесь вот, вот здесь вот, видите, на вот этой вот территории тоже стоял фундамент. Ну, точнее, не фундамент, а целый дом стоял. Когда-то в 90-е хотели дом построить, доделать, но так и не доделали, все бросили. Вот смотрите, около каждого подъезда мусорки стоят, лавочки стоят. Вот вход в подъезд. Угу. Подъезд номер 3. Квартира 4769. Вот. Сделали из железа. Облицовка из железа. Интересно. Вот здесь вот видите детская площадка. Надеюсь, меня нормально слышно. Потому что ветер на улице. Вот, ливнестоки. Вот видите. Ага. И кругом камеры. Кругом камеры. Ну, сейчас, конечно, везде ставят камеры. Вот строят дома и ставят камеры. Интересно. Вот этот вот дом, видите, покрасили, привели в порядок. Тоже здорово и круто. Сделали вот детскую площадку рядом с новым домом. Видите, вот такая вот детская площадка. Ну, довольно-таки интересно. Вот эта горка. Горка, наверное, деревянная, да, из дерева. Угу. Классно. А вон там вот можно посидеть. Вон там вот, видите, вот взрослые могут посидеть, отдохнуть, расслабиться. Классно, классно. Вот, вот смотрите, вот это у нас получается второй подъезд. Вот, квартира номер 2646. Так, что здесь написано? Вахта находится в 3-м подъезде. Что за вахта? Ну, без понятия даже. Ну, пойдемте дальше. Угу. Дом 3-подъездный. Ну, нормально, чё. А вот сейчас мы подойдем и посмотрим 1-й подъезд. Ну, здесь также само мусорка, лавочка, ливнесток. Вот такой вот. Ну и дверь что-то открыта. А что дверь открыта? А, вообще без понятия. Вот, может быть, дверь закрыть надо? Вот, можешь закрыть. Так, что здесь написано? Информация. УК город. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Угу. Что делать при пожаре? Ну, здорово. Классно. Вот, а вот этот вот, смотрите, механизм уже выломался. Ну, надо, наверное, дверь закрыть. Давайте, дверь закроем. Нет, дверь не закрывается. Вахта находится в 3-м подъезде. Угу. Ну, классно. Вообще классно сделали. Мне нравится. Хороший дом. В Норильске строят.